Ребята, всем привет! Стоит наша родимая избушка. Все на месте. Конечно, беспорядочек после зимы, потому что я был тут еще по снегу. Ну и судя по тому, как закрыта дверь, я ее закрываю таким способом. Смотрите, сколько здесь паутины обросло. Паукам нравится данная дверка. Ну, закрываю таким способом, потому что там у меня стоит на пружине, а тут подпорка, чтобы она плотно не закрывалась. Это для того, чтобы проветривалась лучше изба, чтобы сырость в ней меньше была. С избой все в порядке, как видите, никто здесь не был. Лежат доски, тента только что я убрал с этих досок. Доски, кстати, сухие, думал, будут влажные после зимы, там, после весны, дождей. Нифига, сухие. А вот эти доски я привез этой зимой прошедшей. Тоже досочки, в принципе, подсохли, но их снесло снегом, похоже, с этих подпорок. Единственное, здесь был у нас Мишка. Но он в избу не заходит. А вот там, где у нас тропа идет, там парочку муравейников. Я попозже покажу. Он их всех разрыл, разворошил. Но муравьи уже за лето успели собрать дальше заново свои муравейники. Итак, какие планы у меня на ближайшие 2 дня? То есть я как минимум на 2 ночевки, может даже на 3. Там что-то по прогнозу ливень обещается в день моего ухода, когда я планировал. Поэтому, возможно, я задержусь еще на 1 день. Ну, посмотрим. Либо, 2 ночевки точно будет. Вот. За это время я здесь должен, хочу, по крайней мере, доделать уже тут вот эту крышу, добить. Ну, давайте зайдем в избу, поприветствуем ее. Паучки, извините, но паутина все. Так, открываем. Отлично. Так, ну что тут у нас? Все хорошо, все сухо. Это радует. Ой, ну здравствуй, дом родной, таежный. Все красиво, все чисто. Мишаня не заходит, не ворошит. Ну и молодец. Ой, хорошо здесь в избе. В избушке прохладно. На улице жара. Ну не совсем, но порядком. Вспотел я. Дорога нелегкая. Ну, температура 23, около того. Это гораздо лучше, чем 35 в тайге. Кстати, вот, ребят, муравейник, который Мишаня тут в 20-30 метрах от избы разворошил. Посмотрите, прямо на тропе лежит кусок муравейника. Это тут уже за лето они столько тут восстановили колпачок муравейника. Ну вот, здесь еще не топтал я. Сейчас вот уберем. И вот там чуть ниже по тропе тоже еще один муравейник. Его Мишаня, похоже, по весне, может, в начале лета разворошил опять. Вот тут куски. Это вот новая кучка. Ну и вон кусочки валяются свежие этого года. Получается, вот он ходит по этой тропе нашей, которая к реке идет. Но избу обходит стороной, скорее всего. Возможно, его запахи пугают, которые там имеются.
Ну что, ребята, я перекусил, отдохнул немного. Ну, теперь начнем работать. Работы здесь много у избы. Так что пора продолжить. Но сейчас первым делом хочу доделать крышу. Мы еще в том сезоне, где крышу делали, нам не хватило горбыля. То есть здесь нужно еще две доски, либо одну широкую положить. С этой стороны сейчас приколочу. Но здесь только одна влезет, смотрите, здесь маленькое расстояние. Вот, и со второй стороны тоже тут провисает. Вот здесь одну положу пока. А в будущем, может, еще потом доколочу, когда буду менять рубероид. Когда этот уже совсем негодный будет. Вот, так что первым делом сейчас сделаем мы это. Итак, ребята, что хочу сделать дальше? Дальше хочу сюда засыпать песком еще какой-то слой. Не знаю, сколько у меня, настолько сил хватит. В общем, у нас получается под досками потолка, над досками потолка лежит ткань дарнит. И далее уложено кусками верхний слой мха и земли. Вот такие пласты, знаете, когда снимаешь лопатой верхний слой мха, получаются такие, как пироги. Вот, и, по моему мнению, надо еще песком, многие песком еще засыпают, вот, чтобы было теплее. Поэтому, я считаю, нужно это сделать, поскольку сейчас сухо более-менее и лето. Высохнет быстрее гораздо. Зимой, осенью песок уже сырой, влажный, и тяжело будет его таскать. Поэтому я сейчас сколько смогу сегодня потаскаю сюда песка, хотя бы половину крыши засыпать. Ну а следующую часть потом, в следующий раз. Главное эту часть, потому что собираюсь с этой стороны. Ну, сегодня, наверное, уже не успею. Вот завтра с утра зашить фронтон. Многие пишут об этом: зашей фронтон, зашей фронтон. Мол, снег туда летит. Вот, снег на самом деле туда не летит, и дождь особо не летит. Но как бы зашить можно, чтобы меньше продувалось и, соответственно, тепло там сохранялось. Некоторые пацаны, которые приезжают ко мне вот в начале октября на стройку и бани, желают спать на крыше. Соответственно, лучше сейчас все подготовить, сделать, чтобы потом уже не заморачиваться. Ну, поехали теперь с песком таскаться. Песка у нас хватает. В одном из первых сезонов Паша вот здесь вырыл такую ямину хорошую. И если вы помните, смотрели мои предыдущие серии про лесную избу, то там эта яма почти полностью заполнена, особенно осенью, уже поздней, когда много дождей, льет потихонечку, вот, то она полная. Сейчас лето,
это лето сухое, соответственно, яма практически сухая. Вот там только на дне чуть-чуть виднеется водичка. Ладно, ну мы будем песочек в ведро и таскать. Конечно, песок, не сказать, что он сухой, не сухой песок, тяжелый. Ну, весной будет еще тяжелее. Да, процесс этот не быстрый, поскольку один. Ну, потихонечку будем таскать. Фух, так, у меня есть второе ведро ведь. Сейчас возьму второе ведро, так хоть меньше надо будет ходить туда-сюда. Там вода, правда, сейчас освобожу ее. Ну вот, теперь два ведра. Теперь можно пореже туда-сюда ходить. Так, 3 отнес, это будет 2, 5. Сейчас посмотрим, сколько всего сегодня перетаскаю ведер. Буду считать. Мошка жрет, конечно. Кстати, ребят, вот почему я хожу летом реже в избу, чаще там вот на сплавах, на лодке где-нибудь, на мототехнике, на мотоцикле, потому что летом в тайге, конечно, находиться, ну, некомфортно. Тебя постоянно жрет мошка, комары, иногда вода донимают. В общем, то еще удовольствие, поэтому хоть зимой и сложнее снимать, но зимой комфортнее снимать. Тебя никто не жрет, ты потихонечку, не спеша ходишь и снимаешь там на лыжах, да. Тоже есть свои нюансы. Вот. Минусы зимой снимаешь, когда батареи быстро садятся у камер. Летом, конечно же, не так. Гораздо больше хватает батарей. Вот. В общем, и зимой, и летом свои плюсы и минусы. Но вот летом, конечно, потеешь и мошка, это просто жесть. Вот так вот и работаем. Приходится немножко дробить песок, он иногда комочками, все-таки влажный. Так, есть. Так, 7 ведер сделали. Идем за следующими. Вот эту часть я засыпал. Получилось 21 ведро. На той стороне, где я стою, тоже нужно ведер 20, не меньше. Вот. Ну а ту часть я уже, наверное, завтра займусь. Сегодня бы это доделать. Жарко очень. Не раздеться. Комарье жрет. Я, наверное, не знаю, если решусь, то сегодня искупаюсь в речке, наверное. Будет у меня такой душ. Сегодня ветра нет такого, так что будет довольно-таки... Обмыться можно прямо в речке. Ребята, 38-39 ведро. Все, ребята, последние два ведра, 42 и 43. И большая часть крыши засыпана песком. Вот
Вот так все это выглядит теперь. Там почти до трубы все усыпано. Ну и тут все готово. Ну вот, большое дело сделал. Завтра еще там доделаю участок небольшой. И пока там нужно, чтобы доски лежали, собираюсь сделать крышу. Поэтому там пока не делаю. Вот, ну а тут все готово. Это замечательно. Так, ну время у нас 5:30. Силы еще есть, поэтому позанимаюсь. Сейчас буду начинать зашивать фронтон. Вот. Ну, сколько сделаю, столько сделаю. Ну вот, ребята, одну сторону застелил, заколотил. За идеальной красотой я не стремился, поскольку это функция фронтона для того, чтобы воздух не гулял, не выветривал с чердака. Я думаю, пойдет. Ну а завтра уже доделаю вторую половину. Солнце уже садится, ниже деревьев опустилось. Ну, я хочу еще успеть в речке искупаться, потому что употелся, весь просто мокрый до трусов. Вот. Ну и может быть, порыбачу. Желания уже большого рыбачить нет, так как ну, наработался. Хочется уже и отдохнуть. Вот. Ну и помыться в первую очередь хочется, потому что липкий, потный. Мошки, правда, очень много под вечер, прямо, не знаю, жрет хуже комаров. Надо, наверное, всю работу выполнять, пока жара стоит, вот, чтобы меньше жрали. Либо с утра. Рано-рано. Ну, посмотрим, возможно, получится хотя бы часиков в 6 утра встать и начать заниматься дальнейшей работой. Пойдемте, покупаемся. Ох, сейчас будут жрать комарики. Вкусно им будет. Опа. О, прохладная водичка. Ну, надо. Холодная вода. Ничего. Кайф, ребята. Это что-то. Как будто заново родился, а?
У костра, ребят, сидишь тоже жарко. Опять начинаю потеть. Поэтому долго не буду сейчас сидеть. Чай допью. Что, ребята, фронтон готов. Доколотил. Все. Такая красота. Для кого-то может не красота. Но, как говорится, для сельской местности пойдет. А тем более для лесной местности. Функцию выполнять будет? Будет. Ну, можете вы написать в комментариях, все ли так сделано, либо, может, стоило оставить какое-то окошко, чтобы проветривалось. Хотя, по мне так, щелей и так много, воздух гулять будет. Здесь не все плотно. Я думаю, потянет. Пишите в комментах. Ну и теперь буду приступать к крыше навеса. Буду ее сейчас отколачивать. Вот, помните, да, в одной из серий где-то я говорил, что для чего мы такие плашки сделали. Вот эти вот. Мол, сруб садится, да, соответственно, пойдет изгиб у этого вылета. И у того, кстати, вот у верхнего изгиб уже немного появился. Ну, мне так кажется. Может, конечно, и нет. Вот. В общем, что я хотел ранее? Хотел, чтобы здесь сделать регулируемые опоры на винтах. 2 площадки с резьбой тут. В общем, подумал, я так подумал. А зачем все-таки так делать? Не буду я так делать, заморачиваться. Я сейчас просто приколочу длинным гвоздем здесь, там. Такая проблема возможна только зимой, я считаю. Но сейчас я сделаю крышу, будут здесь стропила, все здесь будет, да, закрыто. И зимой уже снег, тонны снега будут давить на данные опоры. И вот это уже нижний венец, который он не соединен жестко с избой, что, конечно, минус. Вот, потому что изба садится, а этот венец будет, который отдельно, он будет менее нагружен от снега. Ну, а тут изба давит еще своим весом. Но в любом случае, когда будет снег здесь над навесом, то нагрузка уже пойдет хорошая на вот эти опоры вертикальные. И я считаю, что вот эти венцы нижние, их уже будет вдавливать в грунт, как и избу. Так что проблем, я думаю, с этими опорами не должно быть. А если вдруг и будут, то видите, у меня уже запас тут есть. Вот, придет время, если подпорку можно сделать отсюда сюда рядышком, да, распереть
чуть-чуть летом, когда не будет нагрузки. И вот эту плашку убрать. И данная штука опустится. И с той стороны также. В общем, такие дела. Как насчет крыши? Это будем смотреть, наблюдать. Поэтому приступаем. Смотрите, ребят, забрался сюда на крышу. И смотрите, что лежит тут на самом коньке. Похоже, рябчик, что ли. Помет рябчика. Зимний, наверное. Может, он тут лунковался, я не знаю. Возможно, зарывался. Вот, накакал. Оставил нам след. Молодец. Молодец. Ну тут вроде... Да, конечно, уже рубероид. Скорее всего, в следующем году надо будет менять. Либо все-таки соберусь, да, приобрету профнастил и зимой привезу, а потом уже летом застелим. Одна половинка сделана. Как смотрится, мне нравится. Сделал с небольшим зазором, где-то сантиметр, не более, между досками, чтобы сэкономить материал. Ну, как минимум, одну длинную 4-метровую доску сэкономил. Почему экономлю? Да дело в том, что эти доски нужны будут еще на крышу бани, которую планируем строить. На потолок нужно будет строить там, что еще, полы. То есть даже, не знаю, сейчас мне надо будет делать вторую половину. На вторую половину еще уйдет сейчас досок 10 как минимум. Вот, остались, ну там вот еще есть тоненькие. Ну, короче, не знаю даже, на баню хватит, не хватит. Возможно, уже даже и не хватит. Потому что толстые использовать. Но толстые пойдут, которые тут 2,5 толщина, 25-ки. Они пойдут, скорее всего, у нас на пол, 100%. Ну, значит, пойдут и на потолок. Вот. А то, что останется, будем шлепать из этих, из тоненьких, сколько останется. Но там посмотрим. Возможно, попробуем бензопилой доски напилить. Получится, не получится, не знаю. Ну, будем пробовать. Если вдруг что. Видите, на фронтон тоже доски ушли. Туда доски. Много уходит стройматериала. Изба не очень маленькая, поэтому и запросы такие же. Ладно, сейчас отдохну немного и начну вторую половинку делать.
Ну вот и готово. Доделал вторую часть. Вот так все выглядит. Там надо будет сверху еще доделать, но там мелочи. Так вот все это выглядит. Сейчас осталось только накрыть брезентом. У меня брезентуха большая есть. Вот, скорее всего. И накрою. Потом уже со временем более надежный материал привезу и накрою. Хотя этот брезент вот здесь тоже у нас под рубероидом. Тарпаулиновый брезент хороший. Вот. Мы его постелили. И он отлично служит как первым слоем на доске, а потом уже рубероид, который может где-то пропускать. Вот здесь концы досок довольно-таки длинные получились. Выходит длина доски одной 4,10. И сюда, по идее, бы надо было 1,90 м делать доски, чтобы выступали не так далеко. Но как бы резать по чуть-чуть не стал. Решил пополам 2,05, где как встало. Вот. Ну, потом с бензопилой, когда приду сюда, подровняю полностью все эти доски, укорочу концы, которые торчат. Ну, также и с этой стороны. Здесь более ровно получилось, потому что здесь вот вот эта вот доска, вот это бревно, оно ниже чуть лежит, и, соответственно, здесь как бы внахлёст получилось сделать. А там внахлёст не вышло. Там более соответствует размерам левого бревна и правого бревна. Поэтому как-то так. Так, ну что, ребята, я собрался прогуляться по лесу, дойти кое-куда, до болота дойти, посмотреть, какие там ягоды растут. Ни разу не был в этом сезоне, именно вот в этом месяце, в августе, никогда не был на ближайшем болоте. Хочу глянуть, может там морожка растет и в каких количествах посмотреть. Морожка уже отошла, конечно, но все равно ягоды еще некоторые висят, переспевшие. Поэтому схожу сейчас до болота и фотоловушку. Найду место, где поставить фотоловушку, поищу. Данную фотоловушку я уже показывал на канале, у меня даже отдельное видео есть, небольшой обзор этой фотоловушки. Сейчас выдвинемся на прогулку. Эта дудка у меня, мало ли что, медведь, зверюга какой-нибудь, чтобы отпугнуть. Гудит очень громко. Вышел, ребята, на болото и обнаружил лёжки лосей. Вот они. Раз лёжка. Это одна особь. Вот здесь вторая лежала. Видите, да, трава примята. Ходят они тут. Я, кстати, уже фотоловушку поставил недалеко от этого места. Ну, думаю, они учуют. Я там соль посыпал солью. Яблоко оставил, морковь. Посмотрим. Ну, я думаю, придут. Ну, смотрю, тут все истоптано ими. Тут семья, наверное, бродила, ходила.
Все в следах. Ну, морожки на самом деле мало. Пока несколько ягодок встретил. Маловато пока. Вот она. Уже переспевшая морожка. Кстати, кто-то в комментариях спрашивал, какой вкус у морожки. Ребята, вкус вообще ни на одну ягоду не похож. Вообще ни на одну. Это особенный вкус. Не знаю, те, кто не пробовал, вам не объяснить. Вкусная. Очень вкусная ягода. Она как и ежевика в плане того, что берешь, то есть в каждом шарике есть косточка маленькая. А вкус вообще не объяснить. Ну вот и клюква уже поспевает потихоньку. Тут на этом болоте местами клюква есть. Мы с ребятами в прошлом году здесь глухарей поднимали осенью. Они тут клюквают, кушают. Река, конечно, сильно обмелела. Дождей давно не было. Я такой мелкой реку эту еще не видел. Скорее всего, поэтому и рыбы нет. Ушла на ямки. Вообще глухота в плане поклевок. Ребята, подскажите, что это за ягода? Не первый раз встречаю. Мне кажется, это ядовитая ягода. То есть у нее, смотрите, стебелек вот такой. И вот так вот ягодки расположены. Красивая зараза. Вопрос, съедобная или нет. Не знаю. Запах у нее не очень приятный. Таким тухлячком воняет. То есть такую ягоду я бы, наверное, не стал есть. Ну все, ребята, время уже 7:30. На рыбалку сходил. Вода очень мелкая. Надо ждать, когда будут дожди. Ну, короче, это уже рыбалка здесь будет нормальная ближе к концу августа, начало сентября. Планы, которые я наметил, сделал. Навес укрыл. Фронтон зашил. Все, ребят, всем счастливо. До новых встреч. Пока.